Опять 25. Вашингтон ввел новые санкции против крупного покупателя российской нефти. Кто на очереди? Дональд Трамп творит чудеса. Президент США помирил тех, кого разделила война. Сокрушительные обломки и огненные санкции. Горел очередной НПЗ и железнодорожные станции. Даже они устали. В России не скрывают радости от новости о возможных переговорах лидеров и возможном перемирии. Справимся без Вашингтона. Надежный союзник отворачивается от России. Плохие новости для диктаторов. В какой столице включили Лебединое озеро? И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ультиматум Трампа уже работает. Глава Белого дома ввел дополнительные 25% тарифы на индийские товары в дополнение к ранее объявленным 20% сборам. Таким образом, общие торговые пошлины на индийские товары достигли 50%. Новый тариф начнет действовать через 21 день. В течение этого времени указ может быть отменен или пересмотрен, если Российская Федерация прекратит агрессию против Украины. Экономический советник Трампа объясняет мотивы решения президента. Начнем с того, что Индия – махараджа тарифов. У нее самые высокие ставки в мире. И они взимаются с американской продукции. Но существуют и достаточно высокие нетарифные барьеры. Поэтому мы не можем импортировать нашу продукцию. Отправляем только огромные суммы долларов за границу в Индию, чтобы покупать их продукцию в условиях несправедливой торговли. Затем, объясняет на пальцах Питер Наварро, Дели использует американские доллары для покупки российской нефти, а Москва с доходами от нефти финансирует убийство украинцев. А затем американским налогоплательщикам приходится платить за оружие, которое должно защищать Украину от российского оружия, оплаченного американскими долларами, поступившими из Индии. Этому нужно положить конец. Примечательно, что президент США подписал указ о дополнительных пошлинах для Индии за покупку российской нефти через несколько часов после того, как в Кремле завершились переговоры его спецпредставителя Стивена Уиткофа с президентом РФ Владимиром Путиным. Судя по этому решению, воздушное перемирие, то есть взаимный отказ Москвы и Киева от ракетных ударов и налетов дронов, которые, по данным Блумберга, Кремль предложил Вашингтону, Трампа не удовлетворяет. После разговора с Уиткофом президент США созвонился с украинским коллегой. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях, ані нас, ані Сполучені Штати. Но Вашингтон планирует давить не только на Дели. Дополнительные тарифы могут ждать других партнеров Москвы. Мы сделали это с Индией. Мы, вероятно, сделаем это еще с парой стран. Одной из таких может быть Китай. Пекин покупает у Москвы порядка 2 миллионов баррелей нефти в сутки из примерно 5 миллионов общего экспорта. Индия находится на втором месте, покупая всего на 200 тысяч баррелей в день меньше. Ну что, Китай следующий? Как думаете? Ждем комментариев. Премьер Индии в последние недели никак не комментировал ни заявление хозяина Белого дома, ни введение первых 25% тарифов, но теперь Нарендра Моди прервал молчание. Для нас благополучие наших фермеров превыше всего. Индия никогда не пойдет на компромисс в вопросах, которые могут угрожать благополучию своих фермеров, молочного сектора и рыбаков. И я лично знаю, что мне придется заплатить за это высокую цену, но я готов. Для фермеров, молочных фермеров, рыбаков моей страны Индия готова сегодня на все. Индийские предприниматели понимают, что если Дели не пойдет на компромисс с Вашингтоном, платить придется не Моди, а бизнесменам и работникам. Эксперты могут сказать, что мы справимся с этими пошлинами, но это просто невозможно. Америка была для нас действительно крупным рынком. Из-за этих пошлин тысячи работников ювелирной промышленности по всей Индии останутся без работы.
Накануне стало известно, что Моди засобирался в Китай, причем впервые за 7 лет. Глава правительства Индии планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который начнется 31 августа. Визит Моди в КНР будет первым с июня 2018 года. Китайско-индийские отношения резко ухудшились после военного столкновения вдоль спорной гималайской границы в 2020-м. Это был далеко не первый вооруженный конфликт между странами за последние десятилетия, так что Трамп сотворил чудо и заставил старых врагов сделать шаг навстречу друг другу. Только смогут ли две страны-конкурента преодолеть противоречия и вместе дружить против США? Что думаете? Пишите в комментариях. Дональд Трамп дал указание членам своей администрации ускорить организацию встречи с Владимиром Путиным и трехсторонние переговоры лидеров США, РФ и Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Белого дома. Есть очень большая вероятность, что мы можем завершить раунд, поставить точку на этом пути. Этот путь был долгим и продолжает оставаться долгим, но есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро. Подтверждают проведение встречи и в Москве. И возвращаемся сейчас к сообщениям из Кремля. Россия и США договорились о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа уже в ближайшие дни. О точном месте и времени пока не говорят ни в одной из столиц. Интересно, что при том, что Кремль пытается демонстрировать всецелую поддержку военной авантюры обществом, радостное возбуждение от новости, сулящей мир, чувствуется не только в голосе представителей пропаганды. Российский рынок акций ускорил рост на сообщениях о предстоящей встрече двух президентов, и рынок акций сейчас прибавляет уже более 4%. Может, лучше это? Может, лучше уйти? Ну вот, дорогая, где я работаю? А тем временем Киев продолжает вводить свои санкции против энергетического сектора страны-агрессора. Ночью загорелось одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Юга России. На этот раз целью дронов был Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Местные жители слышали взрывы и видели столб дыма и огня. По версии властей, украинские дроны не виноваты. Виноваты обломки. По предварительным данным, на НПЗ загорелась установка первичной переработки нефти. Огонь охватил площадь в 250 квадратных метров. Также небольшие возгорания после падения обломков были в Красноармейском районе. Их быстро ликвидировали. Обошлось без пострадавших. По словам губернатора, некий мужчина был ранен вследствие атаки дронов в Славянске на Кубани. Но иные источники уточнили, что так называемые обломки поразили воинскую часть. Также ВСУ уже которые сутки подряд атакуют железнодорожные объекты России. Сейчас был смачный взрыв, просто. В эту ночь целями стали сразу две станции в Волгоградской области – Суровикино и Максима Горького. По заявлению местного губернатора, атака была отражена, но есть нюанс. На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА. Повреждений объектов нет. По словам чиновника, движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме. А вот с авиасообщением гладко не было. Аэропорт Волгограда закрывали на прием и отправку рейсов с часа ночи до 7 утра. Также слышны были взрывы в порту Новороссийска. Местные власти признали, что отражали атаку морских беспилотных экипажей. Неприятные для Кремля новости прилетают не только с Запада. Торговлю с Россией сворачивает самый мощный союзник. По итогам первых 7 месяцев текущего года ее объем с Китаем снизился более чем на 8%, сжавшись до 125 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют не какие-то утечки, а вполне себе главное информационное агентство коммунистического режима Синьхуа со ссылкой на данные, опубликованные Главным таможенным управлением КНР в четверг. В частности, экспорт из Поднебесной в Россию сократился на 8,5%, а импорт снизился на 7,7%. Похоже, китайские товарищи на всякий случай начинают отползать от режима Путина. А тут еще и Москва де-факто затеяла торговую войну, запретив на прошлой неделе ввоз грузовиков Made in China. А что вы думаете об отношениях заклятых друзей? Пишите в комментариях.
Диктаторы не вечны. Ушел из жизни очередной узурпатор. По телевидению не пускали балет, а ограничились коротким соболезнованием. Мьин Све пришел к власти в Мьянме в результате военного переворота. Прежнего лидера страны, нобелевскую лауреатку Аун Сан Су Чжи, арестовали и в результате нескольких судилищ приговорили к 33 годам заключения. Переворот привел к протестам и военному сопротивлению. Править долго у Мьин Све не получилось, но не из-за оппозиции. Мятежные генералы назначили его исполняющим обязанности президента в 2021 году, а уже летом 2024 он отошел от дел по болезни. Правда, хунта осталась на месте. Фактическим главой государства с уходом Све на больничный стал главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн. Но если болезнь была настоящей, то смерть Све – неприятная новость для ряда более знакомых нам диктаторов, ведь узурпатору из Мьянмы было всего 74. Как считаете, а режимы в более близких нам странах устоят после смерти тиранов? Пишите в комментариях. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.